Всем привет, друзья! Рад приветствовать вас на канале Power Device. Сейчас расскажу 5 интересных и полезных настроек ваших Realme, о которых вы могли не знать. Все это буду показывать на своем Realme GT Neo 3, на котором установлена оболочка Realme UI 3.0 и 13 Android. Но также отмечу, что эти настройки подойдут и на более ранние версии, практически на все Realme. Итак, первая настройка у нас скрытая. Для того, чтобы в нее зайти, вам понадобится установить приложение Activity Launcher. Ссылку на него я оставлю внизу в описании. Приложение загрузилось, нажимаем поиск, пишем уменьшение яркости. Появляется такой скрытый пункт «Дополнительное уменьшение яркости». Друзья, эта настройка будет полезна тем пользователям, которым не хватает нижнего порога яркости. Например, когда вы что-то читаете вечером, чтобы не напрягать сильно свои глаза, если вам не хватает нижнего порога яркости, включаем эту галочку, здесь появляется дополнительный ползунок яркости. Его вы можете регулировать так же, как стандартный. Плюс к этому также можете дополнительно уменьшать яркость еще и стандартным ползунком. Будьте осторожны, не доводите его до крайней границы, потому как экран полностью может выключиться. Поэтому вместе с этой функцией никогда не включайте вот эту галочку. Не отключать после перезагрузки устройства. Если вдруг вы затемните свой экран настолько сильно, что вы не увидите изображение, просто перезагрузите свой смартфон. Функция автоматически выключится. Здесь мы плавно подходим ко второй настройке. Видите, если сильно уменьшить яркость, появляются вот такие полосы. Называется это DC-dimming, мерцание экрана. Так вот, друзья, в Realme 10 в бюджетной модели эта функция есть в настройках Лаборатория Realme. Здесь мы можем включить DC-dimming, он у меня уже включен. Тем самым эти полосы и мерцание экрана заметны гораздо меньше. Если же на Realme GT Neo 3 зайти в настройки Лаборатория Realme, здесь не будет такой функции, но это не значит, что ее нельзя включить. Если на вашем смартфоне не активирован режим разработчика, зайдите в обустройстве, версия, клацаем по номеру сборки много раз, пока вы не станете разработчиком. Теперь идем назад, дополнительные настройки, внизу для разработчиков. Листаем немного вниз, примерно в середине будет режим DC-dimming. Нажимаем на него. Понизим нашу яркость. Как видите, полосы идут. Активирую режим. Полосы исчезают. С этим режимом при низкой яркости ваши глаза не будут так уставать и портиться. Следующая настройка одна из моих любимых. Скорее всего, вы о ней не знали. Напишите, пожалуйста, в комментариях, знали ли вы эту настройку. Заходим в настройки. Пароли и безопасность. Безопасность системы. Здесь идем в самый низ. Закрепить приложение. Нужно активировать вот эту галочку. Обратите внимание, ее невозможно активировать, если у вас на смартфоне включены жесты. Переключимся на кнопки. Делаем шаг назад. Активируем галочку. Также вместе с этой галочкой обязательно включайте нижнюю. Заблокировать экран после отмены закрепления. Теперь смотрите, друзья. Например, зайдем в игру PUBG, свернем ее, нажимаем 3 точки, у нас появился дополнительный пункт «Закрепить». Нажимаем «Закрепить». Вообще это полезно в том случае, если вы даете свой смартфон кому-то использовать, например, поиграть ребенку или другу, либо посмотреть какое-то другое приложение. Таким образом можно закреплять любые приложения. В таком режиме из этого приложения невозможно будет выйти. Для того, чтобы отсюда выйти, делаем свайп, нажимаем одновременно вот эти две крайние кнопки. Теперь наш смартфон блокируется, и чтобы его разблокировать, нужен ваш отпечаток пальца, либо пароль. Думаю, здесь все понятно. Следующая простая, но полезная функция, которой я сам пользуюсь, находится в настройках. Дополнительные настройки, специальные возможности, завершать вызов кнопкой питания. Эта функция действительно удобна, когда вы совершаете какой-то звонок, чтобы завершить вызов, просто нажимаем кнопку питания. И последняя настройка, о которой не знают, скорее всего, только новички. Старые зрители моего канала эту функцию уже знают, я ее показывал. Зайдем в настройки, специальные функции, боковая смарт-панель. Включаем эту галочку, а также умные рекомендации.
Запускаем какое-то видео, открываем боковую смарт-панель, здесь появляется дополнительная функция «Видеопоток в фоне». Нажимаем ее. Теперь смартфон можно смело блокировать. Добавляю громкость. То видео в фоне продолжит воспроизводиться.